Прошло 2 недели с момента, как я сделала эти ногти, и я только села их монтировать. Ну ничего, сейчас пройдет где-то день-два, вы увидите видос. Уху! Вот так у меня уже отросли ногти с моим цветочным маникюром. Всегда перед днем маникюра не мажу пальцы кремом, чтобы процесс маникюра был максимально видимым. Делаю снятие кукурузкой и убираю длину практически под ноль. Работаю пилочкой, закругляя натуральный ноготь и запиливаю поверхность от прежнего геля. Такие вот шершавые ногти получились. Чем шершавее, тем лучше. Далее приступаю к обработке кутикулы. Отодвигаю ее пушером и противоположным кончиком убираю прилипшие к ногтю чешуйки. Беру фрезу пламя и двигаюсь плавно вдоль кутикулы. Зачищаю, как обычно, слева, затем на реверсе справа. Обязательно поднимаю юбочку и истончаю кутикулу для среза ножницами. Полирую срез шлифовщиком. Как обычно, забыла, что обещала себе полировать кутикулу уже перед дизайном, ну или покрытием топом. Сегодня буду наращивать арочный квадрат. Для этого у меня вот такие типсы есть. Я ими уже наращивала, и они мне понравились. Выбрала для ногтей 5 подходящих размеров. И в путь! Первым делом наношу базу. Это основа основ. Она нужна всегда поверх натурального ногтя. Прорисовываю у кутикулы кисточкой потоньше. Я всегда была сторонником использовать тонкие кисточки в дополнение к флаконной. Не вижу в этом ничего такого, ведь это очень даже удобно. Ставлю капельку чуть выше апекса, чтобы сделать слой базы в этой зоне чуть толще. Я буду запиливать типсы и не хочу травмировать лишний раз свой натуральный ноготь. Беру типсу, намечаю место, куда я ее прилеплю. Ну и получилось так, что я приклеила ее выше, чем нужно. И на ней было слишком много базы, и она затекла в кутикулу. В принципе, если бы я делала кутикулу после наращивания, было бы норм. Но я же человек, который об этом каждый раз забывает. И сейчас моя красная кутикула будет терпеть все эти кутикульные истязания на каждом этапе. Ибо задумала я очень многослойный дизайн. Как говорится, на ошибках учатся, но не я. Убираю длину типс, а также торчащие или затекшие части. Затем пилочкой запиливаю поверхность типс. И в принципе ногти готовы к дизайну. Он будет объемный, поэтому я не выстраивала сейчас апекс, чтобы не было плюшек. На типсе я попробовала сделать то, что хотела, но дизайн оказался слишком прозрачный. Сделала пробный ноготь и поняла, что в принципе все нормально. С изнанки ноготь выглядит вот так. В принципе, с этими типсами на изнанке почти никогда нет проблем с затекшим гелем или базой. Нет особо ступеньки даже. Самое первое, что нужно для этого дизайна, это поверхность для втирки. Первым слоем я наношу топ без липкого слоя. Все пупырышки в дальнейшем еще перекроются следующими слоями, и не нужно переживать, что их вообще будет хоть как-то видно. Наношу втирку на 30-секундно просушенную базу
Она еще тепленькая была. И я почему-то подумала, что так будет лучше. В труднодоступных местах втерла такой вот резиновой штучкой. Сметаю лишнее и покрываю все это дело снова топом. Вечная паранойя, что от топа без липкости все скалывается, заставляет меня его каждый раз бафить. Для эффекта такой помятости нужно нанести небольшой слой геля, но не сильно близко к кутикуле, чтобы не затекло. Беру пленку, кладу поверх непросушенного геля, жамкаю его, только не сильно, чтобы не образовывать лишнюю высоту, и сушу в лампе. Это нужно для того, чтобы, когда я буду убирать излишнюю толщину, не убрать втирку на тех местах, где гель будет сильно выпирать. Проделываю это на всех ногтях. И получается вот такое. Похоже на мои вещи после стирки. Тщательно убираю липкость. И фрезой убираю гель, который утек от меня не туда, куда надо было мне. Затем снова протираю обезжиривателем и втираю в стирку еще раз. Сметаю лишнюю пыль и покрываю ноготь гелем. На этом этапе я уже строю апекс и тяну гель куда надо. На следующем этапе я опиливаю форму. На данный момент это зона от апекса до кончика. Я пытаюсь сделать ровный квадрат. Далее пилочкой я пилю торец и прохожусь по поверхности еще раз. В зоне у кутикулы излишне торчащий гель я убираю пламенем. Протираю ногти обезжиривателем и начинаю рисовать френч. Первые ногти я пыталась рисовать просто ровно на глаз. У меня арочный френч сегодня, и поэтому, если посмотреть сбоку, он должен быть довольно широкий. Пока я бесконечно долго его рисовала, гель краски как-то удалось сбежать с концов, и пришлось сделать еще один слой. Торец сразу подпиливаю, чтобы любоваться четкостью линий. Только на третьем ногте у меня выстроился какой-то четкий план, как рисовать френч. Сначала рисую прямоугольный треугольник. Сверху он должен быть острым. Со второй стороны также.
Далее полоска внизу, она задает толщину френча, поэтому я старалась ее делать не слишком широкую. И далее соединяю эти два треугольника с прямоугольником. Плавно, обязательно разворачиваю руку от себя, чтобы френч выглядел ровным со всех сторон. Уже на заключительном этапе, перед покрытием топом, я убираю недостатки с помощью фрезы и еще раз прохожусь пилочкой с торцевой зоны. Обязательно пафлю глянцевые части. Краска у меня без липкого слоя, и если не забафить, топ может скатиться на моменте нанесения, либо отколоться уже во время носки. И все это дело покрываю топом без липкого слоя. С изнанки ногти также покрываю топом. Вот такие ногти у меня получились. Спасибо, что были со мной сегодня, и до следующего видео. Пока!